Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре флешка объем 1 терабайт со сканером отпечатка пальцев, еще и с двумя интерфейсами Type-C и Type-A. Кстати, данную флешку можно купить в официальном магазине MoveSpeed Official Store на AliExpress, а сейчас еще и со скидкой в распродажу. Ссылочку оставил внизу. Ну что, только что вы увидели распаковку данной флешки, все увидели, как это все работает, выглядит. Сделано все качественно, сделано все из металла. На Type-A разъеме у нас есть магнит, который крышку магнитит, а на Type-C разъеме у нас здесь все защелкивается, фиксируется. В общем, сделано круто. Сканер отпечатка пальца небольшой, в принципе удобный, я думаю, всего подойдет. Самое главное, все это проверить, как это работает. Потому что заявлено у нас 520 на чтение, 450 на запись. Но и обязательно все это с вами проверим, потому что объем флешки 1 терабайт, это офигеть как много. Ну и интересно, как флешка ведет себя, особенно по мере заполнения, особенно по мере непрерывной записи. Присаживайтесь поудобнее. Переходим к тестам. Перед тем, как подключить нашу USB флешечку, давайте перейдем на официальную страничку MoveSpeed Official Store, официальный магазин бренда MoveSpeed. И, собственно, взглянем на характеристики нашей флешки. Итак, цвет у нас Silver все года, объем от 128 гигабайт до 1 терабайта. В моем случае флешка самая большая по объему. Ну и давайте посмотрим на описание. Здесь у нас, конечно же, рекламируют и другие товары MoveSpeed. Смотрим. Так, объемы видели, интерфейс USB Type-A и USB Type-C, скорость 520 на чтение, 450 на запись, судя по тому, что у меня максимальная по объему флешка. Ну и, конечно же, отпечатки пальцев и программное обеспечение, двойное шифрование, все это фишка нашей флешки, конечно же, сканер отпечатка пальцев. Все это с вами проверим. USB 3.0 порт, судя по скоростям, да, так и есть, и Type-C, шифрование, полсекунды идентификация и так далее. Все круто, все отлично, но давайте посмотрим, что же еще у нас пишут в характеристиках нашей флешки. В принципе, внешне корпус мне очень нравится, то есть все фиксируется, все держится. Чип SSD. Чип уровня твердотельного накопителя, да, друзья, вероятнее всего у нас внутри просто безбуферный SSD накопитель, но это мы с вами еще проверим. Так, опускаемся вниз. Вот наши характеристики. Да, действительно, у флешки объем 1 терабайт, 520 мегабайт в секунду на чтение, 450 на запись. 3 года гарантии. Что ж, очень даже неплохо. Идем дальше. Вот у нас характеристики. Ну, а здесь, в принципе, все то, что мы с вами видели. Что ж, неплохо. Если вернемся в самый верх, у нас 150 отзывов, 131 пятерка, 2 отзыва есть на единичку, ну и остальные очень даже. В целом все флешкой довольны, ну и, конечно же, за чехольчик огромный респект. Хоть и он за счет кнопки, которая внутри, будет флешечку царапать. Что ж, давайте подключать нашу флешку через USB Type-A. Подключили, звук есть, все супер. Воу, сколько различной информации у нас здесь есть. Есть у нас, да пусть будет у нас браузер от Microsoft. Смотрим, как установить приложение, как пользоваться, как все это будет у нас работать. Что ж, это мы с вами все обязательно проверим. Можно также и на Android устройствах. То есть, что нам нужно делать, чтобы флешку можно было с шифрованием использовать и на мобильных устройствах. Так, на всякий случай мы сейчас все это создадим папочку. Вот сюда мы сейчас все это скопируем, чтобы в случае потери ничего у нас, чтобы всегда можно было эти данные найти. Давайте назовем их вот так. Отлично. Ну и давайте посмотрим, определится ли наша флешка в Crystal Disk Info. Да, она у нас определяется. У нас видно прошивку. Ух ты, SATA 600, соответственно, здесь у нас SATA накопители внутри. Что ж, будем пробовать определять начинку. Хосты чтения записи по нолям, 6 включений, 0 часов работы. Перед нами абсолютно новенькая флешка, супер. 52 градуса показывает температуру.
Не знаю, откуда такая температура. Флешка в данный момент холодная. Давайте запустим CPU ID хардовый монитор, посмотрим, что же у нас здесь. Будет ли наше устройство отображаться здесь? Да, отображается. Все интереснее и интереснее становится ситуация. Что ж, AIDA 64, давайте посмотрим, что же у нас там за начинка, если она, конечно же, определится по вендору. Вендор у нас, к сожалению, нет. У нас здесь ничего не определяется, ничего не видно. Что ж, ничего там страшного нет. Давайте я сейчас быстренько пробегусь по утилитам от Вадима Очкина. К сожалению, ни одна утилита у нас не определила начинку. Что ж, ничего в этом страшного я не вижу. Все-таки перед нами флешка. Давайте посмотрим, что же нам по датчикам покажет наша флешка. Все так же 54 градуса. Ну и давайте перейдем к обкатке нашей флешечки. Это у нас тест линейной записи нашей флешечки MS Pro Disk 00. И посмотрим, что же в итоге у нас будет здесь по скорости. Какой график мы с вами получим. Ну что, тест у нас пройден практически наполовину. Это заняло 1,5 часа. И судя по графику, я думаю, многим стало понятно, что здесь хоть у нас и SSD, но он у нас на чипах QLC. Потому что 25% у нас заполняется на максимальной скорости. А потом скорость очень резко и очень сильно снижается до 20-30 мегабайт в секунду. И из-за этого у нас такое длительное заполнение. Что ж, не вижу смысла дальше заполнять нашу флешку, потому что, а что мы там увидим? Мы только потратим еще часа 3 времени, чтобы запись дошла до конца. Так что останавливаем. Ну а так как мы сделали тест в AIDA 64, нам необходимо перейти в управление дисками. Здесь нам нужно флешечку нашу заново форматировать. Сделаем это файловую систему NTFS, чтобы у нас работала команда trim. Надеюсь, она будет работать. Ждем завершения форматирования, после чего делаем паузу и приступаем к синтетическим тестам. Ну а теперь давайте смотреть, что же в итоге мы получили. При заявленных 520 на чтение, 450 на запись, скорости полностью подтверждаются. Результат даже выше, чем было заявлено производителем. При этом случайная 4К на достаточно высоком уровне для USB накопителя. 35 мегабайт в секунду, это очень круто. Но если мы посмотрим на результаты SSD Benchmark, где мы видим 390 баллов, да, перед нами USB накопитель. Что, собственно, мы видим и в ATO Disk Benchmark, на мелкоблочке скорости у нас невысокие. Но если посмотрим на 3D Mark, 543 балла для USB накопителя, в принципе, нормальный результат. Что ж, давайте свернем все наши синтетические тесты. Покажу операции ввода-вывода, которые у нас показывает нам наша USB-флешка. И давайте переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого копируем папочку render объем 100 гигабайт и смотрим, что же у нас будет на тесте реальной записи. 420 мегабайт в секунду. Очень достойный результат. 410, 420. Смотрим, что же у нас будет дальше. К концу записи первой папки все так же 420 мегабайт в секунду. В конце записи второй папки все так же 420 мегабайт в секунду. Ждем снижения на записи третьей. А вот и снижение скорости после записи в общей сложности 230 гигабайт. И скорость у нас снижается до 20 мегабайт в секунду. Да, уровень низкий. Но перед нами все-таки, вероятнее всего, компактный SSD на QLC чипе памяти. За счет этого мы видим такое сильное снижение. 50 мегабайт в секунду скорость у нас поднялась вверх. Смотрим, будет ли у нас снижение. В любом случае весь... Так, а скорость тем временем у нас восстанавливается до уровня 420 мегабайт в секунду. И снова идет вниз до 20 мегабайт в секунду. Это все мы с вами видели вот как раз вот на этом тесте. То есть в данный момент сейчас у нас происходит именно вот эти колебания. Что ж, с тестами реальной записи, я думаю, можно завершать. Здесь нас ничего интересного больше не ждет. Ну а теперь давайте посмотрим, что же нам приготовил производитель данной флешки. Для этого скопируем на нее
данные, которые я копировал перед всеми тестами. И давайте установим фирменную утилиту, которая и поможет нам использовать сканер отпечатка пальцев. Так, смотрим. Можно закрывать. Отлично. Все круто. Все по умолчанию мы здесь используем. Тут мы можем добавить каталоги для бэкапов, которые нам сейчас не интересны. Так. Давайте-ка вернемся назад, потому что не интересуют нас тут данные для бэкапов. Нас интересует в данный момент только сканер отпечатков пальцев. Никакие бэкапы мы пока делать не собираемся. Да сколько можно различных файлов тут запускать. Смотрим. И что дальше? Так, все, друзья, вот в данный момент мы видим уже нашу флешку. Бэкап старт мы называть не будем. Поэтому давайте разбираться, что же у нас здесь будет именно с защитой. Так, для начала нам нужно придумать пароль. Давайте сделаем для тестов просто от 1 до 9. Такс. Отключение флешки, подключение произошло. Что дальше? Так. Это мы уже видели. Но меня интересует все-таки сканер отпечатка пальцев. Так. Отлично. Вот теперь мы можем все это настраивать. Так что запускаем. И периодически подносим, касаемся пальцем. Все у нас получилось. Так, отлично. Что же дальше нас здесь ждет? Давайте создадим, наверное, какую-нибудь папку защищенную. Накопитель E у нас сейчас есть. Можно ли создать на нем данные? Можно. Давайте подключим заново. А папка-то у нас здесь все-таки не создалась. Так, ну-ка. Что-то нужно нам сюда скопировать. Мы не можем сейчас здесь сделать ничего, как я понял. Так, ну-ка. Да, в данный момент защита от записи у нас стоит. Подношу палец. А вот и новая папка, которая была создана и которая здесь есть. Так, вот это уже интересно. Давайте мы сейчас сюда скопируем папку с данными. Она точно есть на этой флешке. И отключаем. Подключаем снова. Увы, данных этих здесь нет. Но только стоит мне поднести указательный палец. Все у нас сразу же срабатывает. И мы видим, что папка-то у нас сейчас здесь есть. Что ж, теперь давайте посмотрим, какие скорости у нас на зашифрованном разделе, если так можно выразиться, на зашифрованной флешке. То есть сейчас же все равно какие-то данные проходят. Посмотрим, изменится что-то или нет. Ну и в итоге у нас точно такой же результат, как без какого-либо шифрования. Видимо, шифрование здесь нужно просто для того, чтобы включить возможность записи на флешку и ее отключить. Ну и да, данные у нас зашифрованы, не видны без ввода пароля или отпечатка пальца. В остальном все точно так же.
Итак, тесты сделаны, результаты получены. Первое, самое первое, что хочется отметить, это то, что скорости у нас полностью подтверждаются. Здесь нет никаких претензий, да, даже выше мы получили в синтетических тестах. Что же касается реальной скорости записи, то 420 мегабайт в секунду показывает нам флешка на примерно четверти объема при непрерывном заполнении. Это 230 гигабайт, после чего скорость у нас достаточно сильно снижается до 20 мегабайт в секунду, что говорит нам о том, что здесь у нас флешка построена на базе SATA SSD накопителя на чипах QLC, потому что именно после четверти объема на QLC чипах у нас скорость резко летит вниз. Что касается разъемов подключения, к сожалению, мне не удалось проверить Type-C разъем, потому что он просто отказывается работать на материнской плате, на ноутбуке, даже на телефоне Android и на iPad я пробовал, реакции 0. Я связался с продавцом, с официальным магазином MoveSpeed Official Store, и все, вопрос решил. Все должны заменить. Но также я и проверил сканер отпечатка пальца, который здесь действительно работает. Его можно один раз настроить фирменным ПО, которое у нас лежит на флешке, и потом уже без этого ПО можно данную флешку использовать везде, на абсолютно любых устройствах. То есть сканер отпечатка работает корректно. Так что если у вас есть что хранить от лишних глаз, чтобы никто другой кроме вас этим не воспользовался, эта флешка тоже подходит. Что же касается остальных синтетических тестов, то везде мы с вами видим, что перед нами все-таки USB устройство в виде SATA SSD накопителя внутри, да, который находится у нас в таком компактном исполнении. И все это дело работает. Кстати, также я заказал еще одну подобную флешку от этого же бренда, поменьше объемом, без сканера отпечатка пальцев. Посмотрим, что будет там, как доедет. Потому что распродажа идет и скоро закончится. Но у меня на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока.